Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник, главный редактор издания «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев. Здравствуйте! Здравствуйте, Максим. Конфликт Израиля и Ирана выводит из строя все больше нефтегазовых объектов двух стран, а экс-министр экономики Ирана Хандузи выступил с заявлением о необходимости получения иранского разрешения для прохода танкеров и судов с СПГ через Ормузский пролив. Как на внешние рынки, как на внутренние энергетические рынки этих стран это все влияет. А про Озмурский пролив хотелось бы поподробнее. Там вот уже какие-то танкеры нефтяные уже горят. Ну что ж, начнем, пожалуй, с инфраструктуры. Да, действительно, масштабы ударов кажутся огромными. По идее, после всех вот этих картинок в телеграм-каналах и на израильском и иранском ТВ можно предположить, что все, там ничего не осталось. Но если посмотреть повнимательнее, то окажется, что не все так плохо. Потому что те удары, например, которые наносит Израиль по Ирану, они пока не наносят критического ущерба его нефтегазовой инфраструктуре. А по добыче фактически никто особо не бьет. Ну да, вроде бы как бы был прилет по одному из этапов месторождения Южный Парс по одной из платформ, и то это до конца не подтверждено, но вот там остановилась добыча на, страшно подумать, 12 миллионов кубов. То есть это, в принципе, был нанесен удар по одной из стадий месторождения Южный Парс, причем до конца не подтверждено, попали, не попали, и туда ли били, но тем не менее одна из платформ остановлена, это, страшно подумать, 12 миллионов кубометров, что, в общем, как бы для Южного Парса, который является крупнейшим месторождением в мире и состоит из 24 стадий, прямо скажем, не то чтобы как бы сильно заметно. Удары по заводам, Израиль говорит, что бьет по крупнейшим НПЗ Ирана, там по Тегеранскому, по Исфаханскому НПЗ и вроде бы как бы попадает. При этом Иран не подтверждает попадания в завод и остановки их работы. То есть пока как бы доподлинно можно подтвердить попадание по хранилищам топлива, а, собственно говоря, здесь скорее удары наносятся не по энергетической инфраструктуре, а напрямую уничтожаются запасы топлива, необходимые, собственно, для армии, для передвижения ракет и так далее, и так далее. Поэтому, можно сказать, что пока стороны присматриваются к тому, где бы найти точки побольнее и напрямую удары по инфраструктуре, вынося ее напрочь, не наносят. Более того, можно сказать, что Иран, наверное, в этом плане даже более успешен, потому что может быть, наверное, тут дело в количестве объектов, потому что в Иране около 30 НПЗ, из них как минимум 5-6 крупнейшие, а в Израиле их всего 2. И, собственно говоря, по одному из них в Хайфе и был нанесен удар, вроде бы там был большой пожар, НПЗ, наверное, временно прекратил работу, но надо сказать, что это самый большой из израильских НПЗ с объемами переработки почти в 10 миллионов тонн. Второй НПЗ как бы более компактный, там объем переработки порядка 4 миллионов тонн. Собственно говоря, если этот крупный НПЗ в Хайфе остановится, то это действительно будет неприятно. Пока же, в принципе, все не так трагично, как выглядит там, на картинках в телевизоре и в интернете, и стороны, видимо, пока присматриваются, размышляя, что делать дальше, и вполне вероятно, что когда закончатся военные цели, то, наверное, объектами ударов станут уже объекты энергетической инфраструктуры. Кстати, вот Иран уже примерился и даже попал по одной из крупнейших электростанций в Израиле. Насколько я помню, она обеспечивает порядка 20% производства электроэнергии, и она угольная. Вот, собственно, по ней пришелся удар, она временно остановила свою работу, но вроде как ее обратно запускают.
Ну, а что касается Ирана, то, несмотря на то, что инфраструктура по производству топлива, пока повреждена не слишком сильно, на заправках Тегерана и других регионов выстроились очереди за бензином. Наверное, опять же, не стоит пока утверждать, что это связано с недостатком топлива как такового и снижением объемов его производства. Скорее всего, это последствия паники, потому что жители покидают Тегеран, заправляются, берут топливо с собой, и, скорее всего, видимо, с этим связан вот такой вот локальный момент нехватки топлива. Что же касается транспорта, то тема с Ормузским проливом действительно очень чувствительна. Прежде всего, наверное, стоит рассказать о том, что это, в принципе, за пролив и какая с ним может быть связана проблема. Но это действительно достаточно узкое место во всех смыслах этого слова, соединяющее Персидский залив и Оманский залив. Этот Ормузский пролив действительно не широк в самом узком месте. Он составляет по ширине где-то километров 40, что, в принципе, обеспечивает его покрытие не только авиацией и ракетными системами, но и даже, в принципе, крупнокалиберной артиллерией. А чем защитить пролив у Ирана на побережье, в принципе, есть. Более того, это не слишком глубоководный пролив, что позволяет его минировать. Ну и плюс ко всему движение там происходит, как на обычной дороге с двусторонним движением. По одной полосе идут суда, которые проходят в Персидский залив, и, соответственно, по другой полосе те, которые выходят обратно в открытый океан. Обе этих полосы не широки, их размер буквально где-то 2 мили, и между этими полосами еще находится такая своего рода разделительная полоса, тоже шириной мили примерно в 2. То есть, в принципе, место достаточно узкое. Технологически и с военной точки зрения перекрыть его можно. То есть провести минные постановки, начать обстреливать его ракетами с береговых батарей, или, например, блокировать пролив при помощи подводного флота. У Ирана он не слишком, так сказать, велик, но, тем не менее, у них есть 3 подводных лодки дизель-электрических, закупленных еще в России. Это лодки типа «Палтус», они достаточно крупные, были проведены несколько модернизаций этих лодок. И, собственно говоря, это, в принципе, для локального театра военных действий достаточно грозное оружие. Плюс ко всему у Ирана есть порядка 20 небольших подводных лодок, которые не оснащены ракетами, но имеют на борту торпеды и боевых пловцов. То есть, в принципе, они тоже могут ситуацию достаточно осложнить. И плюс ко всему Иран, в принципе, славится своим москитным так называемым флотом. Значит, военно-морские силы корпуса стражей исламской революции – это в основном небольшие катера с ракетно-артиллерийским вооружением, которые, в принципе, вполне успешно могут атаковать суда, проходящие через Ормузский пролив. Что же касается порядка прохождения через пролив, тут тоже есть ряд вопросов. Это к вопросу о том, нужно или не нужно получать разрешение от Ирана. Дело в том, что проход через пролив регулируется Конвенцией ООН по морскому праву, и, в принципе, сам пролив фактически не имеет никаких нейтральных вод. Все воды в проливе территориальные, они принадлежат либо Оману, либо Ирану, и, соответственно, проход через эти воды регулируется этой самой морской конвенцией, и он позиционируется как мирный так называемый проход. То есть, собственно говоря, судам можно проходить через пролив, но, во-первых, с уведомлением, а во-вторых, либо это сквозной проход через пролив, либо заход в порты с разгрузкой-выгрузкой, но главная категория этого мирного прохода – это суда, проходящие через пролив, не должны угрожать безопасности государства, через территориальные воды которого они проходят. Поэтому, собственно говоря, любые суда так или иначе будут проходить через пролив в соответствии с этой самой конвенцией, несмотря на то, что Иран и Оман пытались
узурпировать право на разрешение прохода через свои проливы, ну, как бы с этим проблем не возникало и, наверное, вряд ли возникнет. А вот, собственно говоря, с чем возникнуть могут проблемы на самом деле, так это если через Ормузский пролив попытается пройти, например, авианосец США «Нимец», который сейчас направляется в этот регион, потому что там стало больно горячо. Потому что, ну, во-первых, это военные суда, Иран напрямую будет рассматривать этот проход как угрозу своей безопасности, ну и плюс ко всему, в соответствии с правилами мирного прохода, суда не должны вести никакие исследования, начиная от разведывательных и заканчивая научными и гидрологическими, и не должны поднимать со своего борта авиацию. Ну вот сможет ли Иран запретить немцам поднимать свои 80 самолетов, это вопрос. Ну, вообще, в принципе, ситуация с Ормузским проливом, есть такое ощущение, исходя из того, как уже неделю идет вот эта вот ракетная ирано-израильская война, похоже, что Иран не хочет вовлекаться в масштабную конфронтацию, несмотря на все заявления и вот эти вот зловещие мультики, которые они показывают для своих внутренних аудиторий. Я думаю, что реально Иран оценивает ситуацию для себя как не слишком, мягко говоря, комфортную. И, соответственно, усиление, эскалация военного этого конфликта со стороны Ирана приведет к вполне вероятному вмешательству США. Ну, Трамп вполне может, несмотря на внутренние проблемы и конфликты в американском истеблишменте, который, в общем, не склонен в рамках программы Make America Great Again заниматься какими-то ближневосточными делами, а не внутриамериканскими. Тем не менее, Трамп может как-то вовлечься хотя бы на уровне участия военно-морских сил. Ну и, собственно говоря, Ирану тогда действительно придется туго, потому что так или иначе успешное, ну а что уж тут скрывать, оно действительно было успешное, начало конфликта со стороны Израиля с уничтожением основной управленческой армейской верхушки и уничтожением большого количества инфраструктуры ПВО и возможность нанесения ракетных ударов при подключении к этому процессу США может привести к еще большим разрушениям. Поэтому Иран, я думаю, скорее всего, больше запугивает мировое сообщество возможностью перекрытия Ормузского пролива, чем реально сможет это сделать или отважится это сделать. Тем более, как мы видим, традиционные союзники Ирана, йеменские хуситы и Хизбалла пока, опять же, ограничиваются громкими заявлениями, но каких-то решительных военных действий против Израиля не предпринимают. Все происходящее вокруг Ормузского пролива, а какой эффект уже на энергетику мировую это создает? Потому что одно дело, когда Израиль и Иран обмениваются ракетами практически через несколько стран, притом они летят и над нефтеносными, газоносными районами. Как там-то дела? Не подумывает ли Катар поставить на прикол, по приколу свои газовозы? Ну, пока на самом деле никто на прикол танкеры и газовозы ставить не собирается, но, естественно, напряженность в регионе на мировой рынок повлияла. Прежде всего, как мы видим, цены на нефть выросли практически, ну, почти на $10, и даже пытались штурмовать уровень 80, но, правда, откатились назад, потому что конфликт дальше того, что сейчас происходит, не развивается, и плюс ко всему на цены влияют еще и другие факторы, не связанные с ближневосточным конфликтом. Вот что точно произошло, так это выросла стоимость фрахта судов. Это факт. Причем выросла она достаточно быстро и достаточно много. То есть где-то процентов на 20 фрахт судов подорожал. Владимир, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Нефтекапитал. Крайне рекомендуем, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч.